Удача – сложная штука. Одни люди забивают невероятные голы, другие чудом не попадают в аварию. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам самых везучих людей, снятых на камеру. Погнали! Как вы можете видеть, автомобиль в центральной полосе делает все правильно. Есть индикатор и небольшой зеркальный сигнал-маневр, когда мотоцикл, который едет намного быстрее, не может достаточно быстро перестроиться и сталкивается с задней частью автомобиля. В этом нет ничего необычного, но то, что происходит дальше, поистине удивительно. Байкер делает сальто вперед и в воздухе приземляется на крышу автомобиля, не теряя при этом равновесия. Там он ждет, пока машина замедлит ход, чтобы он мог выйти. Он мог бы создать конкуренцию Человеку-пауку за свои деньги. Может быть, гонщику следует устроиться на работу каскадером. А может быть, это было бы слишком просто. Автомобиль пытается объехать правую полосу и теряет управление, что чуть не привело к серьезной аварии. И все потому, что они опаздывали на работу. Благодаря быстрой реакции встречного белого внедорожника пострадавших нет. Во время сноса здания рабочий строитель совершил удачный прыжок, прыгнув с рушащегося бетона на другую бетонную платформу. Идет турнир по скоростной сборке кубика Рубика. Парень из Германии, что справа, обогнал оппонента на тысячную. Думаю, это отличный пример того, что в соревнованиях решает не только десятые или сотые, а даже тысячные доли секунды. А на этих кадрах мужчина спокойно стоит, никого не трогая, как вдруг случается сильнейшая авария, и черный автомобиль стремительно меняет направление в мужчину. К счастью, он это замечает и успевает увернуться. На этом видео у грузовика отвалилось заднее колесо. Четыре машины увернулись от тяжелого встречного колеса. Им очень повезло, ведь скорость была большой, а колесо висит много, что могло привести к серьезной аварии. Семья уток спокойно переходит дорогу, как вдруг прямо над ними на большой скорости приезжает автомобиль. Вроде бы ничего необычного, но никто из уток не пострадал. Компания людей едет на автомобиле по своим делам, когда грузовик спереди застает их врасплох. К счастью, им повезло, и они практически увернулись. После аварии водитель грузовика сказал, что обогнал тягач. Ему в глаза светило солнце, и он неправильно оценил расстояние до их машины. Прыжок с парашютом – интересный вид спорта. Этому парашютисту невероятно повезло, и он упал в воду без серьезных травм. А здесь велосипедист едва не попал под фургон. Ни водитель машины, ни велосипедист не пострадали.
А эти кадры 1 на миллион. Пчелы врезаются друг в друга. Думаю, человек, который ставил камеры, даже не рассчитывал на такой результат. Просто посмотрите, как они это делают. Не понимая, как этот парень не услышал звуки приближающегося поезда, и что он решил вообще так долго копаться на ЖД-путях. К счастью, другому человеку удалось его спасти в последнюю секунду. Этот парень решил прыгнуть в воду с большой высоты. Ему нереально повезло войти в воду целым. Повторять такое категорически не стоит, ведь такое бывает далеко не с каждым. Кстати, качаться на краю обрыва тоже может быть опасным. Парень в зеленой футболке раскачивал кого-то из своих друзей и лишь каким-то чудом зацепился от тросы. Еще бы чуть-чуть, и ничто не спасло бы его от полета в пропасть. Это самый меткий регбист в мире. Он кидает мяч с балкона и попадает прямо в мусорный бак. А вот еще одни удачливые парни. Они издалека бьют по мячу и попадают прямо в бак. После тяжелого рабочего дня этот мужчина поспешил забрать свою любимую рыбацкую лодку морского механика до того, как она закрылась. Измученный, он вернулся домой и все проверил. Увидев, как механик включил ручной тормоз прицепа, он отбросил свою обычную рутину с цепью и колодками. В тот момент, когда он отпустил цепь, лодка оторвалась. Теперь он ни за что не мог потерять свою лодку. Изо всех сил, сумев направить его в безопасное место, он стал хуже из-за износа после того, как поцеловал битум. Но его любимая лодка уважала его усилия и готова к следующему рыбацкому приключению. По словам этой женщины, уже было несколько промахов, поэтому у нее не было большой уверенности в том, что подрядчик знал, что он делает. Он выглядел так, будто был выше его головы. Незадолго до начала видео его бензопила застревает, и он зовет на помощь своего коллегу на земле. Когда она что-то несет ему, наполовину спиленная ветка поддается. Последующий каву с падающими бензопилами и чадкими лестницами прямо за пределами. Там почти слишком много смертельной опасности, чтобы поймать все это. Женщина сбита падающей бензопилой. Падающая ветка просто не попадает в нее и воздушные линии электропередач. Ветка качается во вторую лестницу и двое ударяет мужчину с такой силой, что его защитный шлем летит. Наконец женщина падает почти 10 футов с каким-то инструментом во рту. Невероятный случай, но обошлось без травм. Но в комментариях напишите, в чем вам повезло сегодня. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.